Всем доброго времени суток! Недавно я ехал по делам и недалеко от места, где я живу, заметил, что там поставили памятник одному знаменитому бельгийцу, который родился в этих краях. И кто это, я расскажу позже в видео, так что обязательно досмотрите видео до конца. Ко мне пришла идея, почему бы не сделать видео знаменитых бельгийцев в мире. Такие же должны быть. И вот что я нашел. В моих поисках меня удивило то, что знаменитых бельгийцев не так уж и мало, но и немного. Если быть честным, я почти никого не знаю, поэтому для меня это тоже было очень интересно и познавательно. И бельгийцы есть в разных сферах, такие как наука, изобретения, артисты, певцы и музыканты, авторы, писатели, спортсмены. Давайте сейчас о них обо всех поговорим. Конечно, я не буду обо всех говорить, так как иначе получится очень длинный, нудный и скучный ролик, и вы точно до конца не досмотрите, это очень-очень плохо. Поэтому я так выборочно немножко расскажу о знаменитых бельгийцах. Поехали! В сфере науки около 25 знаменитых бельгийцев, однако всех я их перечислять не буду, а только выборочно. Жан-Жозеф Мерлин, часовщик и изобретатель, в 1760 году изобрел роликовые коньки, однако он не запатентовал свое изобретение. В 1987 году бельгиец Руди Беккерс изобрел парковочный датчик, который по всему миру до сих пор используется в автомобилях. Свое изобретение он запатентовал и с тех пор должен был платить 1000 бельгийских франков в год, чтобы сохранить за собой эксклюзивное право. Однажды он забыл это сделать и тем самым абсолютно ничего не заработал на своем изобретении, однако остался в памяти как изобретатель датчиков парковки. О следующем изобретателе я знал, так как в своих поездках по Бельгии я бывал на родине этого изобретателя. Очень маленький, живописный, уютный городок, который мне очень нравится. А говорю я об Адольфе Саксе, который родился в городе Динант. И он изобрел саксофон. И поэтому весь город в принципе уставлен саксофонами. И у меня есть видео в Динанте, обязательно посмотрите. Роберт Кайо вместе с Тимом Бернерсом Ли изобрел всемирную паутину, или же World Wide Web. А бельгийский врач Констант Луаза ввел оптометр, который измеряет преломление света через глаз. А еще Эдвард де Смет изобрел асфальт. А Джозеф Плато изобрел стробоскоп. А Андреас Везалий также известен как основатель анатомии человека. Вот так. А что же с артистами, спросите вы? Ну так вот, Пьер Кюлифор, он же Пейо, бельгийский художник, создатель комиксов о смурфах. А еще Эрже, или же Жорж Проспер Реми, бельгийский художник комиксов, снискавший всемирную известность своими альбомами о приключениях молодого журналиста Тинтина, который до нашего времени расходится миллионными тиражами во всем мире. Я вот не знаю только в наших странах, знает ли кто-то о Тинтине? Обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно на самом деле. Живописец Питер Пауль Рубенс был бельгийцем. Виктор Орта, бельгийский архитектор, один из основателей стиля модерн в архитектуре. 4 брюссельских дома работы Орта включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Франсуа Агизна Магрит, бельгийский художник-сюрреалист, известен как автор остроумных и вместе с тем поэтических загадочных картин. Ну а мы зацикливаться не будем и пойдем дальше. Певцы и музыканты. Стромай, или же Пол ван Авер. Я думаю, тут слов не надо, все слышали его песни, музыку. А кто нет, обязательно послушайте. Жак Брель, поэт, бард, актер и режиссер. Вот так вот. 4 в одном. Джанго Рейнхард, он цыган, но родился в Бельгии. Считать ли его бельгийцем, не знаю. Жан-Батист Ренард, его настоящее имя, джазовый гитарист, один из основателей стиля джаз-мануш, цыганский джаз. Тутс Тильманс,
Бельгийский джазовый музыкант, гитарист, известный своей игрой на губной гармонике и художественным свистом, считается одним из крупнейших мастеров игры на губной гармонике 20 века. Бельгийских знаменитых актеров мало, но они есть. Джонни Галеки, актер, известный по роли Леонарда Хофстеттера в ситкоме «Теория большого взрыва». Те, кто смотрит, наверняка знают, я же этот ситком не смотрю. Одри Хепберн, актриса, фотомодель и гуманитарная деятельница, родилась в Брюсселе. Хотя, наверное, она и не бельгийка, отец у нее британец, а мама из Нидерландов. Матиас Схунарт, актер. Наибольшую известность принесли роли в фильмах «Лофт», «Быкоголовый» и «Ржавчина и кость». Если честно, я таких фильмов не знаю, может быть вы знаете. Ну а самый же знаменитый бельгийский актер Muscles from Brussels, или же Мышцы из Брюсселя, это Жан-Клод Ван Дамм. Его вы, наверное, все знаете. И надеюсь, вы знаете, что он бельгиец. Прежде чем мы перейдем к заключительной части, я хочу еще сказать, что название валюты евро было предложено бельгийцам в 1992 году, так же как и знак евро был придуман бельгийцам. Ну а закончим мы спортом, в сфере спорта. Тут на самом деле очень трудно сказать, кто знаменит, так как сейчас футболисты, баскетболисты и так далее и тому подобное. Поэтому список будет очень-очень короткий. Бельгийский судья Джон Лангенус являлся главным арбитром финального матча первого чемпионата мира по футболу в 1930 году. Ну, а закончу я тем, чем и начал. И да расскажу вам про памятник. Вот вы видите, этот монумент поставлен бывшему профессиональному велосипедисту по прозвищу Маленький Змейре. А звали его Лусьян Ван Импе, и родился он в наших окрестностях. И чем же он знаменит? Он является последним бельгийцем, который выиграл Тур де Франс. Вот так вот. Вот подойду я поближе. Вот такой, раньше здесь ничего не было, а сейчас вот поставили вот такой вот монументик. Лусьян Ван Импе несется, Тур де Франс выигрывает. Кстати, он прикольные терраски такие, там он кто-то загорает. Конечно, Бельгия не сравнится с Россией, сколько оттуда вышло знаменитых людей, достигших высот, но все-таки. А в комментариях, пожалуйста, напишите обязательно, знали ли вы про кого-то из этих людей, или же все новые. Ну, конечно, кроме Жан-Клода Ван Дамма. И, может быть, вы кого-то знаете, о ком я не сообщил. Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а с вами был я, Игорь, с канала Игорь ТВ. Не забываем ставить лайки, конечно же, и подписываться на каналы, на Twitter, Instagram и вступать в группу ВК. Вот так вот. Тыц-тыц-тыц-тыц. Всего хорошего. Пока-пока. До следующего раза. Over and out.